Здравствуйте, мои дорогие, любимые представители знака зодиака Лев. Второй расклад. Переломный июнь 2025 года. Какая тайна откроется для вас в июне? Чего ждать от месяца июня? Что вас удивит? И три важных события. Давайте узнаем, что же случится или произойдет. Астрологически доброе небо июня создает для нас приятный в целом фон. И интересно, и продуктивно одновременно. Небо звездное нам также советует не пренебрегать сентиментальными отношениями. Это как подсказки звездного расписания. Заботьтесь в целом о своем общении, и вы увидите, как возникают более приятные возможности или буквально открываются некоторые двери. Возможно, и решиться придется на что-то, и это тоже благоприятное время для принятия решений. Может быть, и мудрые Соломоновы решения в отношении того, что мы изменить уже не можем. Но есть и возможность, к примеру, помириться, то есть если есть что сохранять, и при нашем желании мы обязательно это осуществим. А также прекрасное время обустроить наш дом, быт, ну и, конечно, отдохнуть, сделать некоторую перезагрузку. И вот эта перезагрузка или переломность этого месяца заключается в изменениях самой сути направления нашего вопроса или решений. И если прежде мы говорили себе, ну вот как добиться любой ценой, и, возможно, вы готовы были заплатить эту цену, или ставили перед собой, ну, такую цель, чтобы именно было осуществлено какое-то ваше желание, то здесь парадигма меняется. И на первый план выходит вопрос, как мне себе не навредить. Поэтому для многих из вас этот месяц может быть той перезагрузки, которую мы называем как состояние между прошлым и будущим. Ну, давайте будем узнавать. Я же вас хочу пригласить на свой сайт. Оставлю ссылку в описании под видео. Часто я в своих видео говорю, что 2025 год – это год адаптации. Мы сначала адаптируемся, вот опять к тому же, чего мы изменить не можем, а потом мы будем организовывать свою жизнь в каком-то новом ключе. И вторая половина года 2025 для нас означает прекрасное время и начинается именно с июня, с вот этих добрых энергий июня, когда и к самому себе нужно быть добрее, и как-то пересмотреть другой концепции наши желания, чтобы, опять же, не навредить. Перейдите, прочитайте эту статью, я думаю, вам будут какие-то подсказки или чем-то будет полезно. Мы идем вперед. Что случится или произойдет? Может быть, в какой сфере вы будете принимать важные решения? Что вас удивит, мои дорогие львы? Кто или что появится неожиданно? И к чему все идет? Зачем это все нужно было? Следующая карта. Что исполнится? Какая тайна откроется? В целом, чего ждать от июня, как направление? И что у нас перейдет в месяц июль? Какое продолжение следует? И на второй колоде три важных события. Какой сферы жизни это касается? Возможно, человек, возможно, информация придет по какому-то вопросу. Три важных события. Первое, второе важное событие и третье важное событие. С чем это будет связано? Давайте узнаем, что же случится или произойдет. Тут действительно своего рода трансформация, переходный момент, потому что раньше мы думали как-то по-своему, или мы тоже будем думать по-своему, но вот то, наверное, то, что я сказала, переломный месяц. Ведь это карта, по сути дела, того, что нет. Восьмерка мечей – это карта искаженного восприятия. И в этой колоде очень красочно нам художник изобразил больную девочку и мать, которая за ней ухаживает. Как будто температурит, компресс на голове. И мы знаем, когда у нас температура, давайте так вот вспомним немножко, вот это состояние. Нам искаженными вещи многие кажутся. Мы словно сами не свои, не в своей тарелке. Вот есть такая фраза, да? И вот здесь мы окончательно понимаем, что что-то не может быть продолжено. Но я хочу сказать, это как выздоровление. Мы раньше смотрели вглубь себя, а теперь мы больше наблюдаем за миром. Мы теперь более осознанные, поэтому что случится или произойдет. Осознанность, другой уровень или другая степень
вашего взаимодействия с миром. Завершается какой-то выход из пустых разочарований или из того, что мы себе надумали, мои дорогие львы и львицы. Вы в какой-то прежний период просто как закрытыми, может быть, были глазами, или это было из-за вашего восприятия, мировоззрения, а здесь словно у нас глаза открываются на то, что происходит, может быть, и в мире. Для кого-то это тоже будет важно, если у вас бизнес или ваши планы каким-то образом должны быть скорректированы с внешней обстановкой, обстоятельствами, что же происходит. Мы понимаем, вот по этой карте мы осознаем, что мы не что-то отстраненное, да, или как какая-то единица, а нет, мы именно взаимодействуем с миром. Мы участвуем в этом процессе. Пусть мы в какой-то своей последовательности или в каком-то своем формате вот наши дела осуществляем, но тем не менее мы взаимодействуем с окружающими людьми. Но и те события, которые происходят, они все равно вас заставляют быть более осмысленным или осознанным. Вот такая карта. Давайте посмотрим, что же вас удивит. Ну вот все то, что я сказала, это и удивит. И это словно у вас такое прозрение, может быть, для кого-то действительно. Тут ведь может начаться с чего угодно. У кого-то это прозрение по отношениям, у кого-то оценка собственных возможностей по части работы, вашего бизнеса. А может быть, вы что-то новое начнете, кстати. Вы можете начать учиться даже, потому что иерофант – это учитель. И мы можем выступать по этой карте, да, ну и в жизни, наверное, как и в роли вот этого иерофанта, учителя. И к вам могут обращаться за советом дельным или как разрулить тот или иной вопрос. Работы будет, скорее всего, много, но и одновременно и вы придете к выводу, что есть те пункты, которым мне нужно обучиться, или какая-то тема должна быть продолжена, и вы захотите что-то изучить. Может быть, для кого-то это будет как необходимость изучить язык, или как работают финансовые системы, в принципе, к чему мир движется. А мы ожидаем уже с июля, когда таким пробным заходом планета Уран переместится с июля до ноября в знак зодиака Близнецы, и вот этот период из нескольких месяцев для нас может раскрывать ту палитру наших занятий или наших интересов, которые будут для нас очень важны на последующие 7 лет, начиная с апреля 2026 года, ну вот и 7 лет, потому что Уран из Тельца перейдет окончательно в Близнецы. Ну, прочитайте опять же мою статью, я думаю, чем-то вам будет полезно. Но ведь это старший аркан. Здесь вот то, что с нами происходит по судьбе. Или, если мы вернемся к нашей земной жизни, что вас удивит? Возможность оформить какие-то документы, возможность изменить статус, может быть, и через работу. А для кого-то возможность изменить статус в личной жизни, и здесь у каждого по-своему. Должна сказать по деньгам. Тут какая-то может быть новая концепция. Все-таки иерофант нищий не бывает. Но это более вдумчивое отношение к деньгам или изменение вообще отношения к деньгам. Помните, что деньги – это не ради денег, а это один из способов взаимодействия с миром. Вот такие разные могут быть ваши мысли, но, видимо, вот это выздоровление, или как глаза, я говорила, открылись, это совершенно необходимо. Иначе и был необходим какой-то грустный опыт, чтобы мы сделали важные выводы. И вас здесь удивят некоторые даже метаморфозы в вашем мировоззрении. И то, что вы, мои дорогие львы, будете, скорее всего, в центре внимания. И в июне месяце астрологически где-то тенденции тоже подчеркивают подобное что-то, что нам показали карты. Пойдем с вами дальше. Кто или что появится неожиданно? Вот, наверное, все карты так логически в какую-то цепочку у вас складываются, последовательности именно. И следующий аркан, 20-й, это как карта «Страшный суд» называется. Но, по сути, это не суд страшный, а это возрождение. И когда мы оставляем прежний жизненный этап позади. Переключение, может быть, на что-то новое. Вас уже ждут новые открытия, новые возможности, новые связи, новые контакты. И посмотрите, вот этот волшебный цвет, по направлению которого идет наша дева прекрасная, он освещает ей путь. И то место, куда упали лучи, растут цветы. Несмотря на то, что девушка идет босиком по заснеженной
какой-то пустыне по холоду. Но ей не холодно, кстати. И художник это тоже передал. Она не чувствует каких-то ограничений. Пусть даже мы говорим про холод. Холод ведь может быть как в отношениях. Холод по отношению к нам самим, когда мы себя погрузили надолго в какие-то воспоминания, а они, по сути дела, не имеют никакого смысла. Почему? А потому что жизнь уже ушла вперед на какую-то дистанцию, а мы немножко подзастряли. Поэтому вот то, в чем вы подзастряли, вы будете, как знаете, какой-то сыграете заключительный аккорд и пойдете вперед. И кто и что появится неожиданно. Это карта именно ваших перемен, я больше вижу так. Хотя я и не исключаю, что, если мы говорим возрождение, мои дорогие львы и львицы, будут продолжены те, к примеру, отношения, ну, наверное, которые условно по судьбе. Вы можете переводить их в другой формат, понимая, что, ну да, на какой-то период времени это общение должно быть продолжено, мы друг друга дополняем, может быть, обогащаем или помогаем друг другу. Или это, если даже по работе, какие-то прежние, может быть, с прежних мест работы могут быть контакты, и вы можете согласиться тоже на какую-то работу. То есть здесь, знаете, как проигрываться будет, если мы спросили, кто или что появится неожиданно. А вот именно и появляются те возможности, с одной стороны, словно по судьбе, и значит, нужно провзаимодействовать с тем, что приходит на ваш порог. Это появилось не случайно. Но то же самое мы относим и к людям, которые могут появляться в вашей жизни. И это те люди, которых вы уже когда-то знали, контактировали. Переложите это все на практичную плоскость. Помните, что для чего-то вам это может быть или нужно, или полезно. И к чему же это все идет? К стабилизации. В первую очередь мы рассматриваем как архетип нашу карту королевы Пентаклей, и из любого хаоса она умеет отстроить порядок. И благополучие, кстати, с нуля. Поэтому даже меня, если смотрят люди, у которых сейчас финансовая брешь или какая-то очень сложная финансовая ситуация, мои дорогие, выход вот из этого какого-то небытия, из искаженного восприятия или из того прошлого периода, когда вы были словно обездвижены, вы чувствовали себя так, вы не могли действовать, прежде чем заросла какая-то рана или вот этот внутренний процесс ваших размышлений, воспоминаний, пока он стабилизировался, ну, наверное, должен был пройти какой-то период. Но вот теперь посмотрите, возрождение, выздоровление, смена как вашей жизни, какой-то эпохи прежней, на которую мы теперь будем смотреть совершенно так спокойно, как, ну, может быть, с такими отстраненными энергиями, и оставляем как ситуацию, как опыт. Как опыт пригодится, не найти еще раз какие-то грабли, но мы идем вперед и отстраиваем собственное благополучие. По сути дела, королева Пентаклей – это архетип того человека, который сказку может сделать былью. В ментальности зарождается желание у королевы Пентаклей. Назовите мечтой, целью, намерением. Но потом она это перекладывает в реальную плоскость. Как мне это осуществить? Поэтому к чему все идет? К вашей самореализации, мои дорогие. Все 4 точнее, карты нам последовательно какой-то рассказывают, как эпоху вашей жизни. И теперь переход между прошлым и будущим. Правда, для вас июнь месяц может быть очень знаменательным, переходным, ну, может быть, и переломным для кого-то, но это как дорога к выздоровлению, к счастью, к новым возможностям. Что же у вас исполнится, что вы сумеете осуществить? Ну, наверное, тут вы откажетесь от того, что для вас, ну, точно, малозначимо, неинтересно. И, кстати, по этой карте это вас не цепляет эмоционально. Нам девушка показана и мужчина, который уходит. И неважно, что нам тут по полу несколько показывают карту, хотя для кого-то это может проиграться именно и в личных отношениях. Ну, давайте отстраненно немножко смотреть, все же карты ситуацию нам передают. Особенно эта колода, она как раз больше похожа на метафорические карты, потому что обрисовывает действия. Так вот, кто-то уходит, а есть и вы, в данном случае мы рассматриваем, потому что фигура изображена девушки ближе к нам,
Это мы словно понимаем, что наступило время с чем-то проститься. И вроде бы платочек, да, в руке, но обратите внимание, ни одной слезы. Словно девушка говорит: пошел, вот и иди. А вот этот платочек, он так даже, ну, так это зло, сжат в кулачке. То есть, ну, вот правда могут быть такие вопросы, когда мы словно прозрели, понимали, что и шли, может быть, не туда в предыдущий период, или уделяли чему-то или кому-то внимание больше, чем следовало. Но подводим итоги между прошлым и будущим. По этой карте мы можем искать выход, и мы его находим. Вы тут что-то будете пересматривать. А если мы спросили, что исполнится? Вы знаете, вы наращиваете силу собственную, потому что здесь, скорее всего, нужно распрощаться вот с этими разочаровывающими эмоциями, и прообраз мужчины где-то может именно это или олицетворять, или конкретные люди, мои дорогие, которые вас вогнали в такое состояние. И, может быть, период выздоровления длился долго, мои дорогие. Но вот теперь вы смотрите настолько беспристрастно, никаких эмоций. Может быть, и остались в виде, ну, где-то, может быть, и злости. Или злости, я могу такое допустить, когда вы злитесь даже на самого себя или саму себя, что какое-то время доверяли человеку или продолжали какую-то историю слишком долго. Но поверьте, у вас карта Иерофант. Здесь по срокам именно так и должно было происходить. И вот это выздоровление у вас происходит в июне, что осуществится. Тут не только глаза откроются, и словно груз с души вы понимаете, зачем все это было нужно. И теперь совершенно по-другому вы, как и делаете выбор, с чем-то прощаетесь, это всегда связано с выбором, но и свои приоритеты вы ставите на первое место. Вот это как раз исполняется, как открытая дорога перед вами в июне. Это немаловажно, потому что с правильной ноги вы теперь начнете, мои дорогие львы и львицы. Какая тайна откроется? Ну, вот тут свое добро спасают двое, да? Поэтому все то, что касается вас самих, вот это лежит в центре внимания. И мы словно можем понимать, что мы кому-то там давали обещания, или мы неправильно, к примеру, время расходовали. Семерка жезлов здесь больше говорит о том, что мы не торопимся включиться в какой-то вопрос. Мы понимаем уже, если мы спросили, какая тайна откроется, что нами кто-то пытался манипулировать. Или покупал, может быть, нас налезть буквально, а мы, ну, вот так вот опрометчиво на что-то соглашались. А тут правильно распределить время. Время – деньги. Может быть, буквально так. Потому что жезлы – дела, работа, бизнес. В какой процесс, в какие вопросы вы включитесь, там вы и оставите свои собственные силы. И поэтому эта карта говорит буквально свое добро, да, или твои собственные интересы. Это основной приоритет. Но тайны, они могут быть как внутри вас самих. На что вы или с чем вы были согласны прежде, вот тут, скорее всего, тоже некоторые метаморфозы происходят. Опять же, потому что выздоровление. По-другому видите мир, по-другому видите людей. И, может быть, вообще будете пересматривать свое окружение, менять где-то статус. Вверху как раз о смене статуса нам карта Иерофант говорит. И у кого-то построить карьеру, а у кого-то, возможно, и через личную жизнь. Но вы в центре собственных интересов. И одновременно готовы взаимодействовать с окружающими. И если нужно по семерке жезлов, мы себе, знаете, такое пространство запасного аэродрома можем готовить. И будет, если необходимость, чтобы отступить полшага назад, словно уйти в тень. И прежде чем кому-то сказать вот такое четкое «да» или «нет», взять время, чтобы подумать. Чего же ждать в целом от июня? День сурка, да? Вот смотрите, ну, наверное, все то, что я говорила, завершается день сурка. И если раньше стоял вопрос, нырнуть обратно в эту норку или все-таки остаться, бояться собственную тень или понимать, что это всего лишь тень. Вот июнь для вас, мои дорогие львы, может быть таким состоянием внутренним, когда вы сталкиваетесь с собственной тенью. И либо мы ее боимся, а по сути дела, что такое тень? Это искаженное восприятие. И мы можем нырнуть обратно. Будет у вас желание,
именно нырнуть в эту норку и где-то скрыться от людей. Люди ведь как и вели себя по-разному, они так и продолжат вести себя по-разному в июне. Могут быть и некоторые, ну, может быть, события, информация, с которыми мы тоже не можем согласиться, а тем не менее изменить мы это не можем, поэтому мы должны быть более адаптивными. Должны быть готовы к тому, что происходит даже внешне. И неважно, что это. Тут важно наши собственные цели. Поэтому обратно мы под этот дуб захотим уйти или все-таки мы останемся. Вот такие серьезные вопросы вы будете решать в июне. Но это касается именно вашей личной жизни. И знаете, это как игра красок может быть для вас в июне. Могут быть и такие пересмотры, как по части работы, отношений, или в чем вы будете участвовать. Может быть и вот этот заключительный аккорд, потому что, ну, точно вы не хотите продолжать. И есть наверняка то, в чем вы видите смысл. Ну, наверное, не случайно у нас 20-й аркан как раз вот над этим днем сурка выпадает. Обратите внимание, дорога к свету называется эта карта. Так вот для вас, мои дорогие львы и львицы, это чего ждать от июня? Дорога к свету. Ну и какое же там продолжение следует на июль? Правда, будет много перемен. Я уже сказала, и июль месяц для вас тоже откроет какие-то новые возможности, перспективы, ведь это карта успеха. Вы знаете, тут действительно не уходить вот в эту норку и не оставаться вот в этом искаженном восприятии. Жизнь меняется, мир меняется. Чтобы потом, когда, может быть, да, если мы даже захотим вот это состояние где-то продолжить, нам ведь все равно придется выйти из какой-то паузы. Но, значит, за это время мир еще больше поменяется, и этих метаморфоз для нас будет еще больше. Поэтому держать руку на пульсе. И карта сама говорит, не оглядывайся назад. Вот так. И встречай все новое, что приходит на твой порог. Это карта успеха. Это, кстати, карта о том, что меняется наша жизнь. И для кого-то это будет на июль месяц. Опять же, новые возможности. Причем те возможности, которые будут, опять же, в том формате неожиданном. Но это для нас открывает совершенно новое качество жизни и новые пути. Для кого-то из вас это будет либо новая работа или работа в новой должности. Для кого-то переезд вы будете рассматривать или работа даже на дому. Здесь вы вообще можете изменить свое мировоззрение на 180 градусов по этой карте. И это старший аркан, он говорит о том, что вам и дальше придется взаимодействовать с миром. Но карта обещает успех. Первое важное событие. По девятке жезлов мы всегда выходим из какого-то периода ограничений, но выходим так аккуратно. В герметической колоде Таро это карта великой силы, великой мощи. Поэтому, чтобы мы тут о себе не думали, и пусть это какой-то период был достаточно сложный, но силу вы, мои дорогие, накопили. Настало время выйти вот из этого ограничения. Но делаем мы это очень аккуратно. Есть такой смысл по девятке жезлов, как будто ты сделал все, что мог. А если мы говорим о нумерологии, 9 – это такое число, которое переходное, но это и число вибраций. Потому что если мы перевернем эту девятку, мы видим уже номер 6. А 6 – это победа. Вот вам вот эта трансформация или вот этот переломный июнь вас ведет к какой-то победе, карта успеха. Это правда. И вот эта победа, она в каких-то новых энергиях закладывается. Здесь, повторюсь, если связь или взаимосвязь с прошлым, она вам, ну, наверное, жизнь вам покажет через события, через контакты с конкретными людьми, что может быть продолжено, а что нет. И мы не притягиваем искусственно, даже если очень хочется что-то продолжать, а если это стопорится или пытается от вас оттолкнуться, тогда оставляйте прошлое в прошлом. Ваша дорога, она как будто совершенно в другой траектории или в другой плоскости, в другом направлении. Но это карта осторожных действий, чтобы свои силы где-то и не растратить попусту. Но ты сделал все, что мог. Если мы немножко поворачиваемся назад,
Не сожалейте о чем-то, мои дорогие львы и львицы. Вы действительно сделали все, что могли. Но теперь июнь месяц– это уже дорога к свету. А не для того, чтобы пытаться снова переделать, к примеру, какой-то проект. Вот такое первые шаги. Вот это как важное событие. Второе важное событие. Но действовать нужно аккуратно. Семерка мечей иногда называют карта вора. И люди, я говорила, они как нас удивляли, они и продолжат нас удивлять. Здесь могут быть и манипуляции, здесь может быть и хитрость, и где-то нужно быть к этому готовы. И вот у вас, посмотрите, такие карты, которые вам обрисовывают, что вот, наверное, вот этот опыт, он вам был совершенно необходим для того, чтобы по-другому строить общение. Не согласиться на то, что не нужно. Или для себя правильно сориентироваться в каком-то вопросе. Не подвергать себя риску, мои дорогие. Не думать, что, ну вот, потом я разберусь. Или не действовать на удачу. Вот, кстати, об этой карте. И как важное событие, тем не менее, это выпало в течение июня месяца. Берегите себя, берегите буквально свои сумочки, деньги, кошельки, электронные кошельки, пароли аккаунтов, может быть, поменять настало время, вычистить почту, может быть, да, не откликаться, не открывать те баннеры, которые вам как реклама выскакивает, а надо подумать, а что это вообще? Чтобы тут не было любопытства, вам буквально любопытство может помешать. Здесь больше осознанности, не попасться на чью-то удочку. Вот поэтому думай, анализируй, но не бойся вот этой тени, а просто будь более осознанным. Мы не изменим людей, мы не изменим или не отменим какие-то внешние события, а вот правильно, по-новому взаимодействовать. Может быть, и нужно буквально где-то спасать свое добро или думать о самом себе. Еще одна семерка жезлов. Поэтому тут могут быть какие-то метаморфозы по части дела, работы, бизнес или деньги. Замечтаться никак нельзя. Третье важное событие, ну вот все как в плоскости по аркану Луна, то действительно еще тысячи каких-то неопределенностей, они могут пугать. Нет, вот знаете, как точного тезис-плана, как будут развиваться события. И ведь по аркану колесница тут тоже нам говорят о том, что будет что-то меняться. Перемены продолжаются. Может быть, мы еще в июле услышим ту информацию, которая нас где-то шокирует. Она к вам, кстати, напрямую может и не иметь никакого отношения. Но мы можем застрять, опять же, в искаженном восприятии. Понимаете, вот тут, наверное, осознанность в моменте здесь и сейчас основная тема июня. И добрая энергия, когда вы можете свою жизнь сделать совершенно по-другому, более счастливой, красивой. Не попасться на какую-то удочку. Ведь карта Луна, если мы предыдущую рассматриваем семерку мечей, и тут у нас, да, день сурка, или мы говорим бояться тени. Обратите внимание, кот нам показан на этой карте, он смотрит в пруд, и там он видит какое-то чудовище. Вроде бы как тоже кот. Помните, мои дорогие, это можно как совет. Страх искажает восприятие. Вот с чего начинали? Тем, в общем-то, мы и заканчиваем. Но когда выпадает аркан Луна, действительно, июнь не время для риска, не время для финансового риска, так и на что-то согласиться в надежде, а потом разберусь, я уже об этом говорила. Но избегайте толпы. Меня несет толпа, есть такая фраза. Мы можем именно из-за своей где-то настойчивости, и настойчивость, потому что мы решили, что вот именно будет так. А по сути дела, все меняется, все зыбко непонятно, нам Луна показывает. И есть те вопросы, когда нам нужно быть осторожнее, аккуратнее, думать, беречь себя действительно в июне, заботиться о самом себе. И это не значит, что мы там гордыню свою взворачиваем. Нет, это именно мы чего-то не должны прошляпить, мои дорогие, потому что еще тысячи неопределенностей. И нужно быть более, знаете, настроенным на то, что еще что-то, может быть, в мире, в пространстве не определилось. Карта Луна всегда говорит, выглянет солнце, и все встанет на свои места. Но, видимо, еще пока в июне не все точки над «и» вы расставили. А вот какой-то успешный период продолжится на июль. Но это, знаете, более стремительная энергия. Скорее всего, тут что-то будет, возможно, даже в конце июня, с заходом на июль, быстро меняться, когда вам придется принимать быстро решение. И это решение, оно должно быть основано не на сомнениях или искаженном восприятии, а на том,
что существует в моменте здесь и сейчас. Вам, скорее всего, придется что-то просчитывать заходом на июль. И, может быть, вот эта генеральная репетиция и добрая энергия июня и создаю для вас вот эти возможности. Вы пока их можете не видеть, но для тех, кто на что-то решится или каким-то образом вот с этим искаженным восприятием или правду для себя словно откроет, поверьте, в июле месяце здесь жизнь, она, знаете, как вам принесет свежий ветер вдохновения, и вы еще раз словно поймете, зачем вам был нужен предыдущий период. Прогресс, мои дорогие львы и львицы, и новое качество жизни. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.